Добрый день, это расклад для знака зодиака Овен. Если у вас в гороскопе есть стеллиум планет в этом знаке или асцендент в знаке Овна, вы тоже можете смотреть прогноз на сентябрь 2022 года. Итак, я достаю 6 карт, что соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга. И это затрагивает все стороны жизни человека. Итак, первая карта. Ну, не исключено, что по этой карте вы слишком гордо ведете себя в общении с вашим партнером, с вашим любимым человеком, а также в деловом общении. Это какой-то показательный бой, когда никто не хочет друг другу уступать, когда каждый считает себя лучше. Ну, в общем, вы поняли, что я хочу вам сказать. Но дело в том, что здесь все может перейти в более такую агрессивную фазу, да, может быть, начиналось все как неуступчивость, а потом это может привести еще и к дальнейшим ссорам, раздорам, потому что здесь все-таки энергия Марса, и это какое-то не очень благоприятное слово, сказанное сгоряча, а потом вы можете об этом и пожалеть. Хоть и намерения ваши чисты, вы, может быть, хотите проучить своим поведением своего партнера, показать ему его место, а в итоге это может привести к ссоре, которую вы даже не ожидали, потому что ваш партнер в этот момент тоже захочет проявить себя, и таким образом завяжется какая-то не очень удобная для вас перепалка. То же самое может быть и с вашими конкурентами, с партнерами, с людьми, с которыми вы работаете. Следующая карта. В деньгах здесь тоже вы будете проявлять какие-то качества не совсем мудрые, скажем так. Может быть, вы потратили на что-то деньги и не боитесь, а вам стыдно признать, что вы совершили неправильное либо вложение, либо трата, либо какие-то денежные манипуляции, ведете себя как ребенок, хотя вы прекрасно понимаете, что можно этого было избежать, возможно, вы воспринимаете критику неверно. Также это на работе, если кто-то критикует вас и говорит, что, например, вы не заслужили в этом месяце премии, потому что вы совершили какую-то ошибку или я не знаю, но вы воспринимаете это, опять же, очень по-детски, почему кто-то должен там отвечать, я не виноват, да, почему именно я. Ну, в общем, вот такое. Здесь у вас не очень благоприятное положение относительно финансов, которое вызвано вашим чрезмерным эмоциональным, таким агрессивным поведением. Это может выражаться и в тратах, и в работе, и в каких-то дополнительных заработках тоже. Может быть, у вас была переписка или что-то еще. Вы как бы отпустить друг друга не можете, но в то же время у вас есть осознание того, что этот партнер смотрит в другую сторону, а вы в другую, да, вы смотрите в разных направлениях. И, возможно, вот именно в сентябре, да, еще плюс взять вот эту карту, у вас могут быть какие-то разногласия по каким-то вопросам. Также не исключено, что просто ваши друзья, какие-то близкие люди могут проявлять такую позицию, что со стороны упрямства подходить к каким-то вопросам, и вы тоже можете так себя вести, поэтому общение здесь может складываться не очень хорошо и будет казаться, что ой, этот человек меня вообще не понимает. На самом деле это не так, вы можете быть вместе, но просто вам надо принять вот эти разные стороны и разные точки зрения других людей тоже. Ну и также относительно, может быть, того, куда вы хотите съездить, каких друзей вы хотите выбирать, в какую сторону, как правильно общаться с людьми, с кем больше вам нравится общаться, с мужчинами или женщинами. Вот все такие вопросы вас могут волновать в сентябре. А что нам скажет 4-10 сектор? Но здесь тоже у вас как-то не все так гладко, особенно в работе я смотрю, не знаю почему, да, вот если эти две карты взять, они у нас отвечают за работу, заработок и карьерные дела. Как будто вы спорите с начальством или спорите с самой судьбой. Может быть, вы не хотите работать, или вы не хотите брать на себя какую-то дополнительную ответственность, или вы делаете вид, что вы ее берете, но на самом деле это не так, и вы глубоко в душе как ребенок, и вас за это, естественно, критикуют, и критика это вас ранит, и это влияет на вашу самооценку. Может быть, и вы будете критиковать начальство, но я бы не советовала вам скорее, потому что ваша критика может пойти против вас. И все переговоры, конечно, здесь лучше вести очень деликатно, но вы не будете обладать, судя вот по всем этим картам, такой деликатностью Овны в сентябре обладать не будут. Это, кстати, может быть из-за того, что у нас сейчас Марс замедляется, да, Марс – это ваш знак, а также и потому, что Меркурий тоже будет ретроградный в сентябре, это тоже может сказываться на том, что люди склонны недопонимать ситуацию, и это вызывает ссоры. Вот еще один сектор общения, да, здесь у нас выходит карта дурака.
Но этот дурак здесь изображен довольно счастливым. В общем-то, это, наверное, неплохая карта, потому что здесь вам не стоит близко к сердцу принимать какие-то дела, связанные с общественностью. Но вы и так и будете, наверное, себя вести. Вы будете больше уделять внимание своим желанием, вот как вам захочется себя выказать, выставить, может быть, в социальных сетях, перед какой-то группой людей, так вы будете действовать, невзирая ни на что. То есть вы как будто вот по своему пути идете, как по дураку, да, и не волнуйтесь о том, что люди скажут. И вот такое у вас поведение может быть вообще во всех сферах жизни, и в личных отношениях, и в бизнесе, и в творчестве, и даже в общении с детьми. Вы как будто бы отключаетесь от всех дел и идете вот по этой своей дороге, какие-то новые горизонты вас могут вести, может быть, вы решите даже снять с себя какую-то ответственность и бросить какие-то дела, в том числе и по бизнесу, и заняться, больше времени уделять каким-то друзьям, новым знакомым, какие-то дали вас потянут, вот такое может быть. И шестой сектор. Но видите, шестой сектор, здесь тоже карта выходит Марса, и я могу сказать, что в душе у вас неспокойно. Вы почему-то чувствуете какую-то либо вину, либо беспокойство за какие-то ваши действия, возможно, в прошлом. В общем, у вас здесь будет целый месяц такой противоречий, когда вы будете, с одной стороны, вроде бы и понимать, что вы делаете что-то неверно, а с другой стороны, все равно оправдывать себя, и тут же критика других людей может вас ранить, и вы будете защищаться постоянно. Такое впечатление, что вы постоянно защищаетесь и чувствуете себя правым во всем, а на самом деле как бы со стороны не видите, что, возможно, вы слишком резко действуете, слишком резко общаетесь, ведете себя по-детски. Интересный расклад. А что нам скажут карты Ленорман? Может быть, это как-то дополнит картину. Так, колода Ленорман. Здесь у нас карты птицы, замок и гора. Ну, в целом карты неплохие, есть какое-то препятствие, да, в виде горы, но я не вижу такого, чтобы... Может быть, у вас есть какие-то препятствия, но они вызваны больше тем, что вы устали, может быть, от какой-то обыденной жизни, потому что здесь выходит замок, это какие-то устои, традиции, и вам хочется, может быть, чего-то нового, да, еще и вот по этой карте. И вы будете много общаться, вы будете хотеть получать новую информацию. Но в то же время я не вижу, что как-то ваша жизнь сильно изменится. Скорее всего, это просто такие настроения, перемены настроения припаднические будут у вас в течение всего сентября. Вы можете быть склонны к ссорам, раздорам с вашими близкими или коллегами по работе. И давайте еще возьмем совет из колоды Moonology. Может быть, это еще нам что-то подскажет. Полная луна в знаке Скорпион. Ну, Скорпион тоже у нас отвечает за эмоции. Здесь можно делать предположение, что вам не хватает в жизни каких-то ярких эмоций. Может быть, ваша сексуальная жизнь не так разнообразна. Может быть, вы ревнуете себя, ревнуете других к их успехам. В отношениях у вас что-то не совсем складывается, как бы вам хотелось. И вот это все вызывает какие-то чересчур агрессивные эмоции. То есть вы не вкладываете свои эмоции в отношения, да, в какие-то действительно нужные ситуации, а в какие-то мелкие ссоры, склоки, раздоры. Вот такое больше занимает ваше настроение, чем действительно какие-то продуктивные дела. Ведь Скорпион – это очень сильный знак, и если воспользоваться силой воли Скорпиона, то это как раз-таки нам дает очень сильные манипулятивные качества, которые направлены во благо, на строительство себя как личности. Восьмой сектор – это также большие деньги, это какие-то преодоления, но это все, конечно, непросто. Но здесь вот, Овны, я не вижу, что вы будете готовы к каким-то серьезным начинаниям, и по полной луне это как раз-таки вас будут захлестывать эмоции, нужно больше покоя. Но судя по этой карте, да, которая как раз-таки может обещать нам внутреннюю гармонию, я не вижу, что вы готовы к этому. Вы будете склонны даже обижать в ваших каких-то поступках невинных людей. И вот это лучше не допускать. То есть вы на конфронтации, все общение у вас построено в сентябре. Ну вот почему так получается? Я надеюсь, что вы как-то преодолеете себя, и не будет это тянуться долго. Здесь вам, наверное, совет вот по дураку как раз ко всему относиться, то есть не принимать ничего близко к сердцу. Дурак, он холоден ко всему, и к хорошему, и к плохому. Он занимается своими делами. Вот и вам, наверное, также нужно. Возможно, с партнером, если у вас что-то не складывается, да, в отношениях, то взять паузу, может быть, куда-то вам разными какими-то делами заняться. Он там занимается своей деятельностью, вы своей. Может быть, даже ненадолго съездить куда-то отдельно и
вам подумать о себе, да, развить в себе какую-то женственность, а если вы мужчина, то заняться своими мужскими какими-то качествами. То есть все время вместе не находиться, иначе это тоже может вызывать какие-то ссоры. Может быть, кто-то обратится к друзьям. Ну и, конечно, не рекомендую вам никаких серьезных денежных трат, либо еще это может быть, знаете, что кто-то захочет уйти с работы в связи с какой-то ссорой, в связи, например, вы пришли в работе, что-то складывается не так, как вы хотели, и вы проявляете упрямство в этом вопросе, никак ваша ситуация не решается, и вы решаете уволиться совсем. Наверное, не стоит этого делать, потому что, опять же, это будет вызвано эмоциями. По факту ситуация потом может оказаться не такой. То же самое, если вы устраиваетесь на какую-то работу, и, не знаю, например, вы давно не можете найти работу и уже очень хотите наконец-то получать зарплату и устраиваетесь на первую попавшую работу. Так тоже не получится, потому что у нас ретро-планеты в сентябре, и это все может потом вам разонравиться, у вас могут мысли поменяться относительно выбранного вашего дела. Так что здесь меньше эмоций, больше холодного расчета. Вот такой бы совет я дала овнам на сентябрь 2022 года. До встречи и увидимся на моих новых видео. Всем пока.